Зачем нужен скетчинг? Вам со своей информацией нужно отложиться в памяти какого-то человека. Или, может быть, даже группы людей. Вы будете рассказывать, что вам важно. А они будут слушать. Они не запомнят почти ничего. Людям трудно. Поток информации невероятный. Им не важно то, что вам важно. Они не запомнят ничего. Люди не запоминают слова, но они могут запомнить картинки. На этом построена история с инфографикой. Потому что сжатые, лаконичные образы люди и понимают, и запоминают. А это то, что нам нужно. Скетчинг помогает взять внимание людей, обобщить его и отложиться в памяти. И это как супер работает для моих проектных задач, так и для ваших. Какой бы бизнес у вас ни был, нам всем нужно чужое внимание. Эти несчастные соцсети на этом построены. Визуальные образы — вот что откладывается в памяти. Поэтому стиль скетчинга должен быть такой, чтобы не нужно было становиться художником. Но, собственно, такой стиль скетчинга у меня есть. То, что люди не запоминают, это была одна вводная. Вторая вводная — люди не понимают. Объясняя проекты, я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что люди не понимают, они слышат слова, но у них не складывается это в осмысление. Вы можете много говорить, много объяснять, но люди вас просто не поймут. И тут же вы можете сделать иллюстрирующие изображения, как вы умеете. Немного техники, немного эффектности, самые простые инструменты, но люди вас поняли. И это то, что вам нужно. Это делает скетчинг. То есть вы не становитесь художником, но вы можете визуально выражать свою идею. Простой рисунок в кафе на салфетке может очень сильно облегчить коммуникацию. И вот вы сидели, беседовали час и не достигли согласия. А начерикав что-нибудь на бумажке и получив обратные чирики в корректировке, вы обо всем договорились. Браво! К тому, чтобы скетчинг был простой, хорошо бы, чтобы он был эстетичный. Если вы делаете 2-3 закорючки, немножко пошурукали пером или карандашом или ручкой, что там у вас есть под рукой, хорошо бы, чтобы это было неловко выкинуть в мусорную корзину, когда вы закончите общение. Ну, просто неудобно было бы выкидывать такую простую и симпатичную штуку. Можно ли совместить два вот этих вот странные вещи, чтобы и быстро, и симпатично. Но это моя техника скетчинга. Ну, не чисто моя. Мне пришлось научиться этой технике в Италии. Я там работаю в архитектурно-пейзажной студии Габриэле Филиппини и Ольги Москвино. Это концептуальное проектирование, это ландшафтная архитектура, это урбанистика, это вот все такие вот большие веселые вещи, и они сложные, много информации. И приехав туда, мне пришлось научиться. Научиться очень быстро и очень просто и очень симпатично фиксировать свою мысль. Симпатично стопудово нужно было. Это же Италия, это же эстетика. Нужно симпатично, но нужно и быстро. И нужно и ясно. Потому что это мультилингва, потому что это международный коллектив. Не всегда хватает словарного запаса для того, чтобы выразить свою мысль. А тут опять же помогает скетчинг, когда международный коллектив. И там, где ты проседаешь языком, ты добираешь вот этим вот левелом скетчинга. И это универсальная мультилингва. Вы можете знать один язык, можете 2, можете 3, можете 5. Я не знаю таких людей. Но вам встречается другая культура, другая лингва, и что вы делаете? Что? Ничего. Скетчинг — универсальный международный язык. Ты можешь найти понимание с помощью ручки и простого листа бумаги с человеком, язык которого ты не знаешь. Фигурально выражаясь, это сплошь и рядом происходит. Мы общаемся с очень странными людьми. Что у них в голове, вообще непонятно. А где их внимание и сосредоточенность на том, что вы говорите? А нигде. Нигде. Вот здесь. В моей профессии это критично важно. Мне нужно внимание людей, мне нужно, чтобы меня поняли, мне нужно, чтобы запомнили то, что я говорю. Я могу говорить часами, но для людей это будет пим-пим-пим-пим-пим-пим. Но зафиксированное на бумаге с простыми пояснительными рисунками, схемами, это будет выглядеть хорошо. Это материальный объект. Его можно сфотографировать, отправить. Это материальный объект, его можно зафиксировать. Это бумажка, о которой вы договорились, на которой вы договорились. Это не просто вот такие вот тын-тын-тын-тын-тын-тын. Почти документ. Ну, это кому важно. Мне важно, у меня такая профессия. Ландшафтная архитектура, проектирование, архитектура, урбанистика, концептуальное проектирование. Все большие важные штуки. Поэтому мне пришлось научить себя быстро и симпатично рисовать. Это не так сложно, как кажется, потому что скетчинг, по сути своей, это упрощенное рисование. Это из рисования выкинуты все важные штуки, оставлены только жизненно необходимые, без которых просто край. А все утонченные методы и дорога обучения длиною в жизни, это можно оставить художникам. Пусть они этим серьезно занимаются. В моем понимании скетчинг — это простая штука. Такая же простая, как какой-нибудь спорт, какой-нибудь фитнес. То есть ей может заняться любой человек для того, чтобы обслуживать свои личные потребности. Что еще важно в моем типе скетчинга? Почему это материальный продукт и почему это рисование на бумаге? Я не хочу зависеть от электронных устройств. Я не хочу следить за тем, насколько они заряжены. Я не хочу ставить под угрозу мой проект, если у какой-то железяки закончилось электричество. Я не хочу ходить по стройке и беречь мой iPad. Я не хочу быть постоянно привязанным к моему ноутбуку. Я не хочу всю дорогу, всю работу сидеть, сгорбившись над своим компьютером. Свой проект я могу думать в голове. Я могу тут же быстро переносить его на бумагу, не копаясь
часами с 3D-моделькой, не зарываясь в CAD по уши, а имея возможность вертеть в голове мою концепцию и тут же выкладывать ее на бумагу с помощью ручки и скетчбука. И это намного более оптимизированный процесс, потому что свою идею ты можешь отразить за минуту, за полминуты, и с ней, допустим, все будет понятно. Деталики ты можешь прорисовывать дольше, но взять одну идею, вторую идею, третью идею, положить их на бумагу, они там уже есть, они уже зафиксированы, твой мозг освободился, и ты можешь думать уже о другом. Вот это супер важно. Визуальный образ, и они зачастую несут гораздо больше информации, нежели слова. Словами ты долго описываешь какую-то идею, а в эскизе ты упрощенно ее рисуешь. Также лично мне невероятно важно, чтобы я мог делать это везде. Я еду в поезде, нет проблем. Я лечу в самолете, нет проблемы, со мной мой скетчбук и моя вот это вот. Я жду пересадки в аэропорту. Я еду на такси, у меня через 15 минут встреча, я открыл свой скетчбук и записал туда много информации, много, которая пришла мне в голову. И она уже готова к представлению. Потому что есть метод. Симпатичные, простые рисунки. Формирование концепции, она кладется на лист в вашем скетчбуке, и вы все успели. Это удивительный мир, он освобождает. Вы перестаете быть рабом ноутбука. Это как будто бы регресс, потому что все вокруг на сложной электронике, все увешанные гаджетами. Но вот эти простые материальные штуки дают намного больше силы и берегут вашу настоящую жизнь. В конце концов, цифровой детокс. Поэтому я гуляю по городу, захожу в кафе, сажусь, беру себе кофе, кладу свой скетчбук, могу делать свою идею проекта. В городе лето, я иду на стрелку Васильевского острова, я это очень люблю, сажусь там на ступени биржи, смотрю на прекрасный Петербург, жду, когда начнется дэнс. Рядом с расстальными колоннами бачата сижу и думаю свой проект. Куда-то еду, куда-то жду, нет проблем. И это все приносит огромное удовольствие. То есть, понимаете, ты работаешь не на износ, а работаешь с удовольствием. И вот это вот удовольствие, оно рождает другое удовольствие, и другое, и другое, и другое. Ты не устаешь. Ты очень любишь свою работу. Искренне. Как скетчинг — это простая система, это простое рисование, условно техничное. Его можно делать на чем угодно. Я рисую в скетчбуке, в альбоме. Я рисую большую графику на обоях, потому что размер большой. Я рисовал на стене в строящемся храме рисунок листьев аканта для капителей колонн, который там запроектировал. Для того, чтобы рабочие видели то, что будет, и могли на что-то опираться. Еще до того, как все необходимые элементы интерьера были сделаны. Я рисовал скотчем на стене строящегося объекта, показывая, где должны быть оконные проемы. Это очень удобно. На стройках постоянно рисовал на досках. Есть какая-то доска, прекрасная, это великолепный провер. На ней можно сделать эскиз чем угодно. Хоть ручкой, гвоздем. У меня есть видео, где я рисую гвоздем. Тоже прекрасный инструмент. Потому что это скетчинг. Потому что это не живописные техники. Потому что это техничное, но симпатичное рисование. То есть, по сути, можно рисовать чем угодно, на чем угодно. И если основные принципы правильные, то и ваша картинка будет складываться сама. Конечно, если вы эту методу освоили. На что опирается мой стиль скетчинга? Так как я много работаю и работал в Италии, и вообще по всему миру, но в итальянской студии, я в своих поисках характера рисунка опирался на классичные итальянские источники. Смотрел, как работают итальянские архитекторы, перенимал. Кто мог, перенимал, учился. Смотрел, как работали старинные итальянские архитекторы. И мне это легко, потому что мой любимый город Петербург построили итальянцы. Много информации. Так как могли огни, это сложно. Это сложно. Мне нужно было, чтобы было просто и быстро. Но примерно так, как могли они. И я лет 5 потратил на выработку этой техники. Нашел правильные инструменты, нашел правильный подход к организации записи и изображений. И очень много практиковал. Потому что это все является частью работы. Я делаю идею, я делаю проект. Это происходит почти каждый день. И каждый день новая мысль, новая идея. И она должна быть облечена в какую-то форму. Все эти формы находятся на моих листиках, в моих скетчбуках. Там, где я делаю запись. Поэтому практика каждый день. Поэтому не нужно отдельно учиться рисованию. Нужно просто вводить его в свою существующую деятельность. Точно так же, как сделал я. Я ходил этой дорожкой, она работает. Я говорю именно про свой подход, он работает. Если вы хотите такие же результаты, но с каким-то своим подходом, простите, я не знаю, что может получиться. Лучше всего для моего стиля скетчинга работает перо, перьевая ручка, дальше параллель пен, дальше линер, дальше маркер. У всех у них есть свои плюсы, есть свои минусы. Круче всех работает перо, настоящее перо. Студенты, которые приходят ко мне на очный курс, начинают учиться именно с пера. Потому что она ставит правильную эстетику. Она вставит руку так, как никогда не поставит линер или обычная ручка. И так не сможет карандаш. И карандаш, может быть, сможет лучше. Как-то по-другому. Но не так, как перо. И в основе моей техники скетчинга универсальные принципы, которые переносятся и на перо, и на перьевую ручку, и на линеры, и на маркер. Поэтому я легко и свободно работаю ими и в различных форматах.
От очень маленького до огромного. Самый большой недавно был 2 метра на метр. Easy. Из перьев мой фаворит — это перо звездочка. Советское, классичное, традиционное перо номер 11, звездочка. Сколько не пробовал перьев, я не знаю пера лучше. Пользую его всегда. После него идет перо зебра, кажется, называется зебра, а после него ничего. Ну, это, по моему мнению, ничего. И это под мою технику скетчинга. Потом идут перьевые ручки. Моя любимая перьевая ручка — это Бинелли. Вот я про нее делал отдельное видео, вы можете посмотреть. И ручка Лами, которая со мной всегда на кармане все время. Очень удобно ее использовать, и она абсолютно идеальная и совершенно для своих задач. Бинелли лучше. Перо звездочка намного лучше. Но вот это совершенно в своей оптимизированной... Короче, вот, идеально. Линеры я использую Winsor & Newton. Они каким-то образом пришли к такому характеру линии, который может идти в ту сторону, где ходило перо. Вот как-то я так бы сказал. Как они это сделали, я не понимаю. В общем, вот, линеры у меня постоянно Winsor & Newton. Маркеры тоже от них. То есть вот эта веселая история, которая собирается уже из более современных инструментов, она у меня в рамках бренда Winsor & Newton. И это очень хорошо. Это английская фирма, 200 лет истории, бла-бла-бла, все возможные регалии. Очень крутые, очень крутые. Из скетчбуков я обожаю Canson. Canson великолепный. Самый мой любимый размер Canson — это формат А3. Ты открываешь формат А3, и у тебя получается огромный формат А2. И скетчи записывай сколько ты хочешь. Чуть поменьше я иногда использую, это формат А4. Это Art Creation. Он супер бюджетный. Ну, не супер бюджетный, но очень бюджетный и очень хороший. Из бумаги особо не парюсь и беру какую-нибудь, если мне нужна большая работа, большой формат, это формат, начиная от третьего, то я беру акварельную бумагу, самую простую. Это может быть рыбачка, это может быть балерина. Самая простая акварельная бумага идеальна для моей техники. Если у меня есть возможность взять более дорогую бумагу, это будет или Winsor & Newton, или Fabriano. Fabriano — это та марка, которая выпускается в Regione марке. Это там, где живет и работает наша студия итальянская. Гордость Regione марки. Fabriano. И хорошая бумага Sanders. Sanders Waterford. Да. Вот примерно те сущности, которые я использую для того, чтобы делать мой стиль скетчинга. Если вам нужно долго не заморачиваться, а просто научиться этому по шагам, то welcome на мой сервис Boosty. Ссылка внизу в описании. Я там алгоритмично рассказываю, каким образом можно по-простому перенять мой стиль рисования. Технично просто. И взять мой 6-летний европейский опыт. Работы в больших крупных проектах, работы в маленьких проектах, с клиентами со всего мира и, конечно же, в России. Мой стиль скетчинга вырос из этого всего. И собирая воедино все и резюмируя. Скетчинг — это очень простой вид творчества. Если вы хотели идти в художественную историю, но слишком тяжело и нет времени, не знаете как, то вполне себе скетчинг может ее заменить. У меня заменяет. Легко. И опять же, мой стиль скетчинга, он нацелен на то, чтобы идти в более благородную стилистику, чем он есть. Поэтому, когда я рисую в очень простом, схематичном, условном виде, я оставляю возможности движения для развития этого в благородную книжную графику. Мою графику вы можете увидеть в Михайловском саду. Идете за Русский музей, и там висит карта на обоих входах. Нарисованная пером и тушью карта Михайловского сада. Ее рисовал я. И моя техника скетчинга предполагает это. Отрабатывая ее на простых, элементарных вещах, вы тем самым прокачиваете и для большой благородной игры. Вот такая итальянская школа. Собирая всю информацию воедино и думая, что же делать теперь. Если брать те инструменты и материалы, которые я рекомендую, то движение в моем стиле скетчинга будет намного проще. Неизмеримо проще, чем если вы берете все, что угодно. Все, что угодно я уже давно попробовал, и это все не работает. Я выбрал и оставил то, что работает. Берете на чем рисовать, берете чем рисовать и начинайте с простых вещей. Самые простые базовые вещи — это кубик. Круг, треугольник, прямоугольник. Кубик, параллелепипед. Из этих простых вещей состоят все вещи в мире. Особенно на вот этом вот скетчинговом уровне рисования, обобщения. И начинаете делать такие простые упражнения. Можно опираться на мои видосы на YouTube. Их огромное количество. Берете, открываете мой YouTube и вперед. Выбираете тот симпатичный рисунок, который вам кажется симпатичным, и берете, повторяете его фрагмент. Повторять и учиться — это очень круто. Я постоянно повторяю элементы, нарисованные старинными большими монстрами, для того, чтобы учить себя. Я не могу учиться у старинных монстров, но я могу научить себя по их работе. По лайту идти в эту историю можно, используя, если вам нравится моя графика, используя ее. Берите и копируйте. Копируйте небольшие фрагменты, потом вставляйте их, составляйте из них большую свою личную композицию. Очень хорошо работает метод. Добивайтесь в простых элементах надлежащего уровня качества. Чтобы ваш глаз был очень критичный, смотрите больше итальянского искусства. Чтобы ваш уровень нормы вырос вверх. А как сделать так, чтобы ваша дорожка в этом была проще и быстрее? Для этого вот здесь огромное количество моих видосов. Открывайте и смотрите. Меня зовут Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга. Чао!